Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы и скорпионши, здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 5 по 11 июня. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но я так думаю, вы очень интуитивные люди, и ваша интуиция, и метафорические образы карт какую-то подсказку дадут, чтобы пазл какой-то сложить или как-то увидеть альтернативно ту или иную ситуацию. Мы достанем первую карту, которая будет называться «Что важно знать?». Может быть, что будет в приоритете на неделю для вашего знака, как видит Таро иллюминатов. Чего не избежать? Может быть, и неожиданности какие-то. Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И мы достанем 3 карты по основным сферам жизни, деятельности, дела, работы, бизнес, по финансам и личная жизнь. Итак, что важно знать? Вот так. Правда, интуиция ваша. Вообще не ускоряемся. Когда старший аркан Луна, это какие-то тысячи неопределенностей. Это какой-то либо сумерки, туман, назовите как угодно. Может быть, нам в течение недели придется, знаете, быть в разных энергиях, меняя словно, да, микроскоп на бинокль. То вблизи надо рассмотреть, то издали какую-то ситуацию словно так проанализировать или примерить на себя на какой-то долгий период времени. Но еще ничего не понятно. Все подсказки будут через вашу интуицию и мудрость, потому что еще что-то не определено. И карта нам говорит о чем? Пройдет время, и выглянет солнце, и все встанет на свои места. И придет либо какая-то информация, либо тайное станет явным, либо прояснятся какие-то события, может быть, они разовьются до той степени, как это необходимо. Или мы какие-то дела еще завершим и закончим, или получим уже какой-то результат. Но о результате на этой неделе, по крайней мере, по одной карте сказать по Луне я не могу. Хотя надо сказать, что с другой-то стороны, этот аркан очень хорошо проигрывается в отношении нашего дома, наших близких и любимых людей. Когда мы говорим «дом, полная чаша», да, это то место, куда мы приходим отдыхать, где нам комфортно, уютно, там, где мы приводим мысли в порядок, там, где и телу можем дать отдых. Вот это все со знаком плюс. Но по делам еще такого не скажешь. И есть еще одна подсказка по карте Луна, что все же мы должны избегать большого скопления людей. Я имею в виду, когда мы говорим толпа, да, или меня несет толпа, вот массы людские, когда действительно мы словно не влияем на ситуацию, а тогда мы становимся более уязвимыми. Поэтому будьте аккуратны, если вы вдруг случайно попадаетесь в такую ситуацию или обстановку, когда вокруг вас очень много людей, нам как будто бы в другую сторону. По этой карте мы не торопимся что-то осуществлять, потому что иногда проигрывается как какая-то оплошность, что-то мы не досмотрели. Это не есть глобальная какая-то ошибка, но тем не менее вот какой-то такой нюанс, который мы либо поторопились, либо мы где-то подсказкам собственной интуиции вовремя не прислушались. Поэтому будьте аккуратны и внимательны. В плане интуиции, я так думаю, что для вас это проиграется шикарно. Если мы больше себе доверяем, стало быть, с нами и будет все именно в том русле, как мы себе это где-то запрограммировали. Чего не избежать? Прекрасно. Карта звезда. Это карта выбора правильного направления. Вот самое время свои планы на будущее обдумывать и как будто не избежать каких-то перемен. По этой карте это может проигрываться как переезд, все-таки звезда. Проигрывается как в расстоянии именно карта, так и расстояние по времени. Не только километраж, да, если мы сказали про переезд. Это может быть какое-то дело конкретное, которое у вас сейчас словно на кону, может быть, очень важное что-то стоит. Но, наверное, не на этой неделе. Может быть, растянуто словно в выполнении каких-то задач. Или банально, бюрократическая машина, она не работает так быстро, и нам придется подождать, пока оформят какой-то документ, поставят печати, подписи, какие-то согласования. Вот тут тоже
надо набраться терпения, что-то мы не можем ускорить. Это два старших аркана, которые не говорят о какой-то скорости, динамике. Здесь нет, наоборот, вот есть где-то или пауза, или словно в каком-то таком, как на изолинии, в режиме идет. Поэтому не торопите себя сами, где-то не тормошите. Примите вот какую-то реальность, как идет, так и идет. Тут важно плыть по тому фарватеру, который вы себе избрали. И так хладнокровно подмечать все, что происходит вокруг. А тут ведь по этой карте звезда, если мы говорим, чего не избежать, это наше желание. Это что такое звезда? Это наша мечта. И мы можем воплотить все в реальность, то, что мы сейчас думаем, может быть, в ментальности. У кого-то, повторюсь, это может означать, что я хочу поменять недвижимость, а кто-то, может быть, собирается переехать в другую страну, кто-то собирается учить языки, кто-то из вас, может быть, планирует изменить вообще направление деятельности ваше кардинально. Вы, может быть, и профессионал в одном деле, но вас что-то вдохновляет настолько, что хочется заниматься чем-то другим. И здесь тоже как будто вас ждет успех, нам уже говорят. Сияйте, как звезда. Вопросы вашего имиджа. Это тоже важно. Люди нас воспринимают по одежке. И поэтому тот образ, который у человека складывается в голове, он запоминает. Первый, кстати, запоминается лучше всего. Значит, тоже как-то вот, может быть, для кого-то из вас, как себя позиционировать сейчас для вас актуально будет. Совершенно разные по этой карте проходят наши как интересы, так и вдохновения, так и наши какие-то творческие проекты, так и наша профессиональная деятельность. Абсолютно все. Ну а для кого-то это может быть и личная история, у кого-то личная история на расстоянии, и вы будете думать, как съехаться вместе. Но сказать, что вот опять же на этой неделе что-то так убыстриться, я, увы, не могу. Чему сейчас не время? Это карта харизматичного лидера, который просто сел и думает. Вот скажем так, да. Чему сейчас не время? Надо сказать, что по этой энергетике мы надеемся только сами на себя. И по этой карте, когда мы словно анализируем информацию, которую нам приносят люди. Но я так вот и думаю, что, наверное, не время, поскольку тысяча неопределенностей, знаете, как и полагаться, допустим, на... Вы люди очень сильные, правда. Но сказать вот так, что я сейчас возьму и сделаю, это ваша сильная сторона, потому что когда все бегают и мечутся в каких-то патовых ситуациях, Скорпион интуитивно уже где-то прочувствовал, засучил рукава и сделал. И пока кто-то собирался, уже ваш знак как раз что-то реализовал. Это ваша сильная позиция. Но, видимо, этому пока не время. Вот что-то начинать в одиночку. Или, знаете как, надеемся, да, сами на себя. Но сказать, что от начала до конца какой-то проект вот должен с вас начинаться и на вас замыкаться, и вы этому будете уделять внимание, то тоже не могу. С другой стороны, и если мы говорим, что много людей, потому что все-таки лидер харизматичный по этой карте проигрывается, к нему приходят люди часто и за советом, и за какой-то помощью. Это сильная позиция еще и в том, что всегда знает, как будто человек, как правильно поступить. То здесь буквально информацию анализировать хорошо, но сказать, что мы где-то доверяем или выстраиваем свое мнение, исходя из того, что нам говорят люди, я тоже не могу. Или что мы где-то себя продавливаем как лидера. Но хотя по этой карте я не могу сказать, что тут есть значение, когда продавливает себя человек словно, или как будто заставляет других подчиниться своей воле. Ведь все-таки тут харизматика идет. Но, видимо, вашу харизму не проявляйте. Вот будьте так немножко скрытны на этой неделе. Ведь это огненная карта, а это всегда, знаете, такие эмоции, когда мы более открытые. А нам говорят, нет, отступи полшага назад, затаись и пронаблюдай, как будто так. Противоположная, правда, энергия. Поэтому будьте осмотрительны, мои дорогие скорпионы. Давайте, что нам помогает. Ух ты. Вообще-то интересно, тут у кого-то 50 на 50. С одной стороны, первое, что проигрывается по 15-му аркану, если мы так, хладнокровно, взвешенно, подойдем к этой карте.
Это наше благополучие на нашем земном уровне. Это как буквально и финансовые вопросы, это в первую где-то очередь то место комфорта, куда, повторюсь, мы приходим отдыхать буквально. Может быть, вопросы, связанные с домом, имуществом, может быть, через деньги вы что-то продаете, то есть, да, или хотите поменять. Но тогда нам будет карта говорить, что, наверное, не на этой неделе это точно. Мы тут все-таки сохраняем. Может быть такая ситуация, особенно по купле-продаже, наверное, я немножко раскрою, может быть, кто-то, правда, продает или покупает, что как будто появляется такой интересный вариант или заманчивый очень, и хочется, знаете, так вот, как удачу за хвост словно поймать. А нам карта говорит, что ты должен быть осмотрителен, как будто уцепиться за какой-то момент или предполагаемую возможность стоит. Но сказать, что мы, вот именно от нас исходит какой-то форсаж или какая-то активность, все-таки нет. Мы всегда должны быть более, знаете, хладнокровны и не попадаться где-то в зависимость. Поэтому, если мы независимы, нам это помогает. И по 15-му аркану нам помогает именно наша физическая форма в том плане, что если есть какое-то напряжение, даже нервное, мы как будто можем его выдержать, но наша задача будет не пойти в разнос. Когда мы не обнародуем свое мнение, вот в купе с 15-м арканом, я бы сказала, все же так. И в чем-то мы не должны ошибиться. Просто не торопитесь, наверное. Предоставьте на этой неделе событиям идти своим чередом. Наблюдайте. Дела, работа, бизнес. Еще один старший аркан. А правда ведь в дополнение еще одного старшего аркана, это страшный суд, мы можем что-то закончить. Мы можем завершить то, что нас совершенно не радует. И просто нам хочется другого качества жизни. Вот почему. И как раз по этой карте новое качество жизни. Нам даже ангел как будто трубит о возрождении и говорит: не оглядывайся назад, там тебя больше нет. Это добрая карта избавления от боли, от страданий. Поэтому, словно какие-то ваши дела, вопросы, задумки, мои дорогие скорпионы, они получат совершенно новое какую-то, ну, качественную форму выражения. Может быть, вы планировали дело каким-то образом решить, а будут другие возможности. То есть будет элемент, что вы что-то будете менять. Либо обстоятельства сложатся таким образом, что вас подтолкнут к какому-то решению, вы так немного переиграете, либо свой план, ну, либо какие-то коррективы можете внести. Но это на последующий, это старший аркан, это не на неделю, это далекий больше срок. И я бы сказала, не пытаемся переделать что-то, что было нами уже опробовано в прошлом, или вот в отношениях, например, даже, а у кого-то и по работе. Если мы то, что прежде начинали, а получили, ну, минус какой-то или фиаско, или что-то у нас не получилось, как будто нам говорят: оставь вот это все там, позади где-то. Теперь это не имеет значения. По страшному суду мы будем отстраивать новый совершенно опыт в какой-то новой реальности. Да и по карте эта звезда, чего не избежать. Вот как раз она тоже об этом говорит, где это значение пересекается. Мы ту реальность, которая на долгий период времени, на десятилетия. Давайте посмотрим, что у нас с деньгами. Какое-то ваше личное вдохновение. Это карта Музы, принцесса кубков. Так вот, если мы даже про деньги, все-таки карта, да, мы должны заниматься тем делом, которое нам приносит радость, удовольствие. Даже работа, она должна быть для нас как бы не работа, а то, чем нам хочется именно заниматься. Никуда нас ноги не несут, и глаза бы мои не видели, а вот как-то совершенно противоположной точки зрения. И это может быть ваша обычная профессиональная деятельность, может быть, кто-то бы ее назвал рутинной, но если это вам лично нравится, значит, это где-то ваша словно стезя, потому что если мы занимаемся чем мы любим, вот как раз кубок, да, словно это приятные эмоции, и из этого кубка выглядывает рыбья голова. Это как раз, ну, будем так, символично про деньги нам карта хочет сказать. То есть, если мы занимаемся
тем, что для нас не рутинно, тем, что для нас не тяжело, тем, что то, чем хочется заниматься. Значит, в этой стороне где-то нас ждет финансовый успех. Вот продумайте. Но вообще хорошее настроение. Нет проблем финансовых на неделю. Вот так вот в целом, чтобы подвести итог. А для кого-то как раз и может быть большое получение денег. Или, скорее всего, той суммы, которая, может быть, какое-то время была о задержке, а теперь вы ее получаете. Может быть, для кого-то это как гонорар какой-то, который вот-вот и уже близок. Какой-то вопрос финансовый, может быть, проясняется. Или буквально деньги доходят, и вы будете чувствовать себя как и вдохновленным, так и, конечно, порадуетесь. Давайте в личной жизни. Ну вот все так прекрасно, но у Скорпиона всегда бывает что-то вот, ну как-то вот с каким-то подсмыслом другим, вашим. Девятка мечей– это карта того, чего нет вообще. Часто это карта физиологии обычной. И девушка, которая нам нарисована на карте, она боится открыть глаза. А вот эта темнота на карте– это то, что она чувствует. Она смотрит вглубь себя. Это то, что она видит. Почему и карту называют карта ночного кошмара. И я боюсь буквально открыть глаза, потому что мне кажется, что будет какое-то продолжение. Так вот, о чем нам говорит карта. Ведь значение больше со знаком минус, правда? И с другой стороны, говорят, что такого в действительности нет. Поэтому для кого-то проигрывается, что усталость, и в результате этой усталости мы буквально плохо спим, какая-то бессонница. И этому нужно физиологическому моменту уделить самое серьезное внимание. У кого-то, может быть, достаточно не пить на ночь кофе и сделать прогулку на свежем воздухе и не смотреть новости. А для кого-то, если уже затянулась такая инсомния, может быть, следует обратиться к специалисту. С другой стороны, не рисуйте себе каких-то страхов, мраков. Не пытайтесь искать какую-то глубокую философию, развивать на мелком месте. Нас точно затянет в какой-то омут. И самое главное, мы не будем видеть какой-то реальности. Вот для вас, мои дорогие, как будто дело-то обстоит прекрасно, а мы себе тут каких-то кошмаров можем нарисовать, страхов каких-то или искаженно видеть какую-то действительность. Причем мы видим какой-то минус, а на самом деле у нас, вот посмотрите, какие прекрасные карты выпадают, больше плюсов. Поэтому я бы больше сказала, что для всех вас, чтобы подвести какой-то итог, как минимум отдыхайте. Режим труда и отдыха по этой карте точно обязателен. И нет здесь другого значения, кроме как не мешать самому себе. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы и любимы всегда.